Всем привет! Мы по-прежнему в Камбодже. Продолжаем читать кыргызский народный эпос «Манас». Обращение Манаса к войску. Ни один из мятежных ханов не посмел опоздать. Один за другим прибывают они к Манасу со своими войсками. Манас милостливо принимает их и убеждает принять участие в походе против исконных своих врагов, китайских ханов. Затем он приводит войско к присяге. Главным военачальником, зардалом, избирается старейший из Кырык-Чоро, Бакай. Часть войск недовольна походом. Манас обращается к войскам с речью, в которой рисует трудности предстоящего похода и вместе с тем описывает чудесные заманчивые земли, через которые лежит их путь. Богатырь Алмамбет, родом из Китая, и единственный из участников похода, знающих эту страну, вызывается быть главным проводником. «Вы ли это те, за кого я вас всегда принимал? Вы ли это те, в чью речь я сердцем своим вникал? За кого бездыханным лечь готов Бакай Аксакал? Вы ли это те, с кем я переступал рубежи? Кому надеялся я отдать добычу в Манжи, отдать Ташан и Анджин, отдать Великий Бейджин? Вы ли это те, с кем я в походах моих кружил? Здесь ли ты, мой народ? Здесь ли те, кто со мной переходили вброд, чуй с кипящей волной? Здесь ли все те, кто шли со мной к берегам Или, кто слушали звук труб, любили их медный рев, с уступа в диких горах, карабкаясь на уступ, руслами пересохших ручьев, рушащихся скал не боясь, руками друг с другом сплетясь? Вы ли это те, перед кем раскинулся Шарпылдак, с кем разграбил я Аягус, с кем ослабил я Чоктерек, с кем я вотчиной сделал своей заболоченный Эгизек, с кем трепетала душа, когда у берега Иртыша перед взором моим возник отгоревшего дня двойник, свет ночей белесых возник, на его утесах возник, и себя на брызги кроша, сыпучими искорками пляша, сиял на кончиках пик свет полночного Иртыша. Здесь ли те, с кем видали мы, как хребеты переходят в холмы, как холмы степями становятся, как враги рабами становятся, как степная трава полынь переходит в песок пустынь, как с другой стороны трава переходит в водную синь, как на ней встают острова, как спадает с плеч голова, и как с другой стороны, отрубленная сперва, прикрепляется снова она, приживляется снова она. А известно ли вам, что есть чудеса, которых не счесть, на том великом пути, что нам еще предстоит? Есть земля там, и в той земле птица есть об одном крыле. Кто о диком верблюде слыхал? Кто о том, что есть дикие люди, слыхал? Кто о медведе Алатхахе слыхал? О нем не всякий слыхал. Жесток и злобен этот медведь, женоподобен этот медведь. Есть земля, где свои дома люди выстроили на плотах и живут посреди реки, искусно прыгая в челноки и ставя в разных местах и кромечущим рыбам садки, и наземным птицам селки. Есть там много еще чудес, есть кладбище оленьи там, мы разыщем коренья там, что любой недуг победят. Там лекарства от хвори есть, там лекарства от горя есть, от чумы там лекарства есть, там от старости средства есть, против смерти там зелье есть, средства там для веселья есть, там трава от бездетства есть, там звериные царства есть, барсучество и медведство есть, орляченство и ахарство есть, зайчество и лисичество есть, без людей государство есть, бессловесные величества есть, баснословных всяких чудес большое количество есть. Мухи водятся там с козорог величиной, мыши водятся там с овчарок величиной. Колючки длиной с копье, кольчугу сдерет репье. Каждая камышина крепче кольев бейджина. Надо с ней в поединок вступать. Водная птица шумит, когда над водой взлетит. Кажется, гром гремит.
Грозная туча идет, густая ночь настает. Горами топтится помет, вдоль берега громоздит. Плоды там даром гниют, птицы их лишь клюют. Природы напрасен труд. Прея множеством груд, прекрасным грузом ветвей, падалицей для червей пропадают эти плоды. Жилы золота и серебра желтеют в ручьях на дне, жаждут света в земной глубине, животного заступа ждут, ждут, когда их люди найдут, как невеста, лицо прикрыв, медногубая Джестушмук, Джестумшук, там гоняется за людьми, как за мухами злой паук. Волшебный змей сыросты, вьюн с 8 версты, водится в тех краях, родится в лесу оса, ростом с доброго пса, шуршит листовой муравей, шакальих кривых зубов, жвалы его длинней, волки небывалые там, кони трехгодовалые, им подобны по величине, не хватает им лишь тавра, есть там призрак Джабыр-Баян, есть там сказочный великан по имени Ачалык, не расскажет о нем язык, он высок и четырехглаз, он всю землю видит за раз, может он вперед и назад свой удвоенный кинуть взгляд, всякие там чудовища есть, там у них становища есть, никакой им не надо стропин, глотают камни они, годами ни слова не говорят, голос Богом отнят у них. От такого не удерешь, если встретишься с ним, умрешь. С призраками сражаться там нам еще предстоит. Никакой им не нужен щит, никакой их меч не страшит. Мы там наткнемся на львов, созданных из одних паров. Через марево мы пройдем, все в испарине мы пройдем. В воздухе висящим путем войны пробьются мои. Сверху хлопья тумана ползут, снизу топью барханы сосут. С плотью из дымчатой пелены пастухи, что еле видны, призрачных баранов пасут. Вся прозрачная, как волна, та страна обманов полна. Вся плещется, как море она, мерещится в просторе она. Между истиною и сном перебещется только она. Взрывчатым своим порошком там город Канкуш знаменит, рассыпает его тайком, кто его задел каблуком, тот себя же воспламенит. Тундра там на севере и тайга, тусклым солнцем ласкаемые снега, там же, где находится степь, туземцами названная Чайга. Черноглавый Джаншан стоит, величавая из вершин, там народ, с которым войну ведет неустанный джин. Этот джин в пещере живет, он любимцем Пери слывет. Ты ли это, мой верный народ, с которым к Бейджину я пойду дорогой невзгод? Здесь ли те, кто со мной славу пойдут добывать? Под бейджинской шуметь стеной, ворота с петель срывать. Здесь ли тот народ, что со мной пойдет на Китай войной, что, пленяя китайских жен, будет их красотой поражен, будет их мужьям угрожать, будет девушек обижать? Здесь ли те, кто со мной, стреминою огневой, должны на восток потечь, китайское войско сечь, себя в арстанов облечь, у бейджинских медных ворот, от Джидара дикого взять, золотоязыкого взять, льва, который Бейджин стережет, под свирепый рык его взять. Искусным рассказом своим изрядно Манас напугал, искоса глазом своим, испуганных наблюдал. Всех малодушных потряс рассказом своим Манас, и шептаться стали они, и еще никто из людей таких не слыхал угроз. Раньше ночи стало темно, было жарко, стукнул мороз, ни живы мы, ни мертвы, как ветер стебли травы. Глушит и мнет на корню, так смяты сейчас мы все, так все мы оглушены. Попали мы в западню, для того ли, идя сюда, украшали нашу броню, подбирали коня к коню, утешали мы нашу родню. Вот как напугал их Манас, а ведь их боялся Айрод.
был потерян победам их счет. Их боялся с юга Катас, и с севера Каракум, их боялись Кульсар и Урум, этих праведных мусульман. Уймите ропот и шум, не тратьте напрасно сил, войску сказал Манас. Чем я вас обидел, спросил, из киргизов, служивших мне. Кто удач не видел, спросил. Кто же, Манас их спросил, эти страны раньше видал? Кто там из баз бывал? И вышел тогда Нойон, прославленный Алмамбет. На груди своей руки он перед Манасом скрестил. Как Манас он Кокджалом был, полководцем немалым был. От нечистых он был рожден, но давно уже чистым стал. Был язычеством осквернен, но исламом себя спасал. Смело он ко льву подошел, сладкую речь повел. Султан мой, властитель наш, сила твоя велика. Есть 40 волков у тебя, 84 стрелка. Не щадят голов для тебя, пусть никто из них не шипит, что я поганый джигит, что я отродье собак, что я презренный калмак, что я китайцам земляк, что цена мне конский кизяк. Но из всех, кто служит тебе, одному лишь Бейджин знаком, я с Китаем один знаком, с теми, мой господин, знаком, про которых спрашивал ты. Я у этих проклятых жил, их на горных я скатал бил, на речных протекал, перекатах бил, и в бейджинских палатах бил. Утеснил я племя Джаба, вот что сделал твой Алмамбет. Велик Батыр Канурбай, был Батыр тот непобедим. Но твой преданный Алмамбет силами померился с ним. Алмамбет твой копьем своим нанес Канурбаю удар. Я тот, кем повален был Канурбаев скакун Алгара. Я тот, кто китайцев бил, я тот, кто китайскую кровь пригоршнями черпать мог. Я тот, кого меч не берет, и кто невредим и цел, вышел, отерший пот, из бейджинских медных ворот. Тут Алмамбет замолчал, кроме него никто китайцев еще не встречал, и встал с престола Манас, народ невеселым стоял, перед его престолом стоял. Пятиться было поздно назад, приходилось идти наказад. И сказал им Манас Конкор, одному Алмамбету знаком, далекий путь на Китай, пусть он будет проводником, пусть он нам хоть одним глазком поможет взглянуть на Китай. Если в озеро ринется он, озером поплывем мы за ним. Если кручами двинется он, кручами пойдем мы за ним. Если ветром прикинется он, по ветру полетим мы за ним. Если зверем ощетинится он, наши копья сплотим мы за ним. Если вдруг закручинится он, все тогда загрустим мы с ним. Либо в земле нам чужой, зачервивленными придется лежать, либо с добычей большой, осчастливленными придется стать. А тогда и беднейшим из нас немало перепадет. С Бакаем, старейшим из нас, пусть нас Алмамбет ведет. Устремив на полчища взор, умолк на этом Конкор. Голоса раздались кругом. С Алмамбетом, проводником, и со старым Бакаем мы ничего не теряем мы. Если раз они спросят нас, ответим 1000 раз. Алмамбету и Бакаю меж тем приятны клики толпы. Алмамбет им угоден всем, он знаток военной тропы. И Бакай им угоден всем, он начальник над войском всем. Удачно их подобрал, умудренный небом Конкор. Умные они главари, что там не говори. Вот мы и прочитали очередную главу. Всем пока-пока.